Всем привет, меня зовут Земфира, добро пожаловать на мой канал, Z Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот красивого букетика, который превращается в красивую куколку. Вяжем ножки и далее постепенно перейдем к вязанию туловища и головы. Берем плюшевую пряжу зеленого цвета, то есть цвет обуви, основной крючок, и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8 столбик без накида. Провязали первый ряд, новый ряд можно отметить маркером. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. Со 2 по 5 ряд включительно. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 6. В этом ряду мы сделаем незаметную смену цвета. Перейдем от зеленого к бежевому цвету. Для начала провяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вытянем крючок, заведем этот крючок в первую петлю из этих 3 петель, которые мы провязали. Берем плюшевую пряжу бежевого цвета и фиксируем ее соединительной петлей. Далее в эту же петлю мы провяжем столбик без накида. В следующую петлю вяжем 2 столбик без накида. И в 3 петлю вяжем 3 столбик без накида. Протягиваем рабочую нить, подхватываем зеленую петельку тоже. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Все хорошенечко подтягиваем, чтобы петли были такими тугими, плотными. И провязываем вместе. В следующую петлю крючок заводим в серединочку петли, чтобы подхватить заднюю стенку петли. И за нее провяжем столбик без накида, 4 по счету. Провязали. Далее до конца ряда нам нужно будет провязать еще 4 столбика без накида. Вяжем как обычно за обе стеночки петель. Провязали. Следующий ряд 7. В начале этого ряда в первую петлю крючок заводим не за обе стеночки петель, как обычно, а в ножку этого столбика. Завели крючок, протягиваем рабочую нить и провязываем первый столбик без накида. Остальные 7 столбиков без накида вяжем как обычно за обе стеночки петель. Провязали. Зеленого цвета пряжу в цвет обуви отрезаем, завязываем на узелочки и прячем вовнутрь ножки. И обратите внимание, при вязании этим способом переход цветов получается очень плавным, практически незаметным. Ранее мы вязали вот таким вот обычным способом, и переход цветов был ступенчатым, вот как видно на пробном варианте хвостика лисички Ли. Правда, есть и небольшой минус при вязании таким способом, так как мы провязали 3 лишние петли зеленого цвета, в этих местах образовывается выпуклость. Но после наполнения наполнителем эта выпуклость выравнивается. Далее наполним наполнителем то, что провязали, и далее по ходу будем наполнять наполнителем так, чтобы игрушка получилась плотненькой, но не тяжелой и не каменной. Продолжаем наше вязание. Следующие 11 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 8 столбиков без накида. С 8 ряда по 18 включительно. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 19. В этом ряду у нас тоже будет смена пряжи по такому же принципу. Итак, для начала провяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вытянем крючок и введем его в первую петлю. Берем плюшевую пряжу в цвет шортиков
Фиксируем ее соединительной петлей. Туда же мы провяжем первый столбик без накида. В следующую петлю вяжем второй столбик без накида. В третью петлю вяжем третий столбик без накида и при этом подхватим бежевую петельку. Все хорошенечко подтянем. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. В следующую петлю крючок заводим в серединочку, чтобы подхватить заднюю стеночку петли. И за нее провяжем 4 столбик без накида. Остальные 4 столбика без накида до конца ряда вяжем, как обычно, за обе стеночки петель. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 20. В первую петлю 20 ряда крючок мы заводим не за 2 стеночки петли, как обычно, а в ножку этого столбика. И вяжем первый столбик без накида. Остальные 7 столбиков без накида вяжем, как обычно, за обе стеночки петель. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 21. В этом ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вытянем слегка петлю и рабочую нить отрежем. Я этого делать не буду, так как это у меня вторая ножка. Первая ножка, вот она. После 4 столбиков без накида в 21 ряду рабочую нить я отрезала. А по второй ножке в 21 ряду мы будем вязать не 4 столбика без накида, а все 8. Провязали, далее вяжем 2 воздушные петли, берем первую ножку, подхватываем петлю, затягиваем и сделаем присоединение. Протянем петлю ножки в петлю цепочки. Далее по первой ножке провяжем 4 столбика без накида до маркера. Маркер первой ножки, он так и будет продолжать отмечать новые ряды, а маркер второй ножки можно удалить, он нам больше не понадобится. Провязали вот этот вот хвостик, фиксируем узелочком на стеночке любой подходящей петли и прячем вовнутрь ножки. И продолжаем наше вязание. Следующий ряд 22. В начале этого ряда вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 2 прибавки подряд, провязываем в одну петлю по 2 столбика без накида. И повторим так 2 раза. Далее вяжем 1 столбик без накида. И следующие 2 столбика без накида будем вязать по цепочке. Но для начала введем крючок вместо соединения цепочки с ножкой и протянем рабочую нить. Далее подхватим стеночку петли по цепочке, поможем себе крючком меньшего размера. На основном крючке у нас 3 петли, провяжем их вместе. Далее подхватим стеночку петли по цепочке, это у нас вторая петля. Протянем сквозь нее рабочую нить. Далее крючок заведем вместо подъема цепочки, протянем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Это мы все делаем для того, чтобы при наполнении наполнителем в этих местах не образовались лишние отверстия. Далее продолжаем наше вязание, вяжем 1 столбик без накида, 2 прибавки подряд, далее вяжем 5 столбиков без накида, 1,
2 и 5 столбик без накида. Далее вяжем по цепочке. У нас остались здесь незадействованные стеночки петель. Подхватываем их крючком меньшего размера. Вяжем столбик без накида. Подхватываем стеночку следующей петли по цепочке. Вяжем столбик без накида и до конца ряда вяжем еще 4 столбика без накида. Провязали. В этом ряду у нас должно получиться 24 петли. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. С 23 по 25 ряд включительно. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 26. В этом ряду будет смена пряжи по такому же принципу, как мы вязали в 6 и 19 рядах, но с небольшим улучшением. Для начала вяжем 3 столбика без накида. Продолжаем вязать цветом шортиков. Крючок вынимаем. Заводим крючок в первую петлю. Берем плюшевую пряжу бежевого цвета и фиксируем ее соединительной петлей. И вот здесь вот будет улучшение. В том плане, что в эту же петлю мы до этого вязали соединительную петлю, а потом вязали столбик без накида. На этот раз мы туда столбик без накида вязать не будем, чтобы не было лишней пышности. То есть в первую петлю провязали соединительную петлю, в следующую петлю вяжем столбик без накида, в третью петлю вяжем столбик без накида, подхватываем зеленую петлю тоже. На крючке у нас 3 петли, провязали их вместе. Далее все как обычно. Заводим в следующую петлю крючок в серединочку, подхватываем заднюю стеночку, вяжем столбик без накида и остальные 20 столбиков без накида вяжем как обычно за обе стеночки петель. Провязали следующий ряд 27. В начале этого ряда крючок заводим в ножку соединительной петли и провязываем первый столбик без накида. Далее вяжем второй столбик без накида. Далее одну убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. И такую комбинацию повторим до конца ряда. Итоговое количество петель должно получиться 18. Зеленого цвета пряжу отрезаем, завязываем на узелочки и прячем вовнутрь вязания. И да, при смене цвета лучше вязать просто соединительную петлю без столбика, без накида в ту же петлю. Так вяжется без лишней пышности. Продолжаем вязание. Следующий ряд 28. Его мы вяжем без изменения. 18 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 29. В начале ряда вяжем одну убавку. Далее вяжем 7 столбиков без накида, 1, 2 и 7 столбик без накида. Далее вяжем одну убавку. До конца ряда вяжем еще 7 столбиков без накида. В этом ряду итоговое количество петель должно получиться 16. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 30. В начале этого ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7. Далее вяжем одну прибавку. До конца ряда вяжем еще 7 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 18. Провязали. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. С 31 ряда по 33 ряд включительно. И продолжим наше вязание уже в следующей части, поэтому кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик,
чтобы не пропустить третью часть видео мастер-класса «Кукла-букетик». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!